Итак, ребят, возможно, вы невероятно устали, вы очень сильно хотите есть и давно не спали, и уже думаете, а для чего все это нужно было? Но я могу вам сказать однозначно, что когда вы попадаете сюда, вы понимаете, что все оно того стоит. Ах, когда-нибудь я запишу эту подводку. Друзья, это необычный выпуск про города и страны, это не изданное. Здесь вы увидите все то, что по той или иной причине не попало в финальную версию выпуска. Прямые уши, языки, есть и бездомные. Почему меня должно это в целом остановить? Я снимал, как раз записывал кадры с фонтаном. Ко мне подошел парень, просил, где здесь находится бассейн. Он первый день в Дубае. Самое забавное, что он мне говорит, что бассейн находится по адресу P7. Я подхожу ко всем местным, спрашиваю, знаете ли вы, где находится бассейн P7? Они такие, нет, мы не знаем, что это вообще такое. Окей, что-то начали с ним общаться. Про бассейн сейчас чуть позже в конце расскажу. Просто хронологически я рассказываю историю. Прогулялись, соответственно, по Дубаю. Нашли невероятно красивый спортивный зал, где потренировались. Наделали кучу крутых фотографий. Очень много я подснял. Самое интересное, что я у него спросил, где живешь. Он здесь живет в небоскребе в Дубай-Марине. В принципе, поскольку уже неплохо начали общаться, я просто спросил, можно ли я зайду к нему подсниму. Я действительно такое видел, только в видео, когда американские ютуберы подходят к прохожим. И мне всегда казалось, что это постановочно. Ну, типа, привет, там, пару слов перекинулись, спрашивает, можно я зайду, подсниму там тебя вид из квартиры или в целом квартиру, сколько она там стоит в месяц. Косяк. Ребят, всем привет. Небольшой рум-тур в Дубае. Дубай-Марина. Let's go. Гостиная. Здесь еще не готовил. Надеюсь, не придется. Спасибо большое, что пригласил к себе. Очень рад с тобой познакомиться. Расскажи немного о себе, как ты оказался в целом в Дубае, что здесь делаешь, сколько стоит твоя чудесная квартира, ну и так немного, может, каких-то жизненных историй. В Дубае я вообще оказался случайно. Вечером, пришел со спортзала, лежал, смотрел билеты, чисто случайно купил. И родители написали, что мне открыли визу. Я уже 15 числа отсюда улетаю в Сиэтл. А сам откуда? Сам родом из Крыма. Вот последний год жил в Ставрополе, на Кавказе. Очень рад, что попал в Дубай. Что по квартире, сколько в целом стоит квартира? Квартира стоит 10 тысяч в сутки, но я думаю, что этот вид стоит того. Квартира очень большая, удобная. Я путешествую один. План в Дубае есть какой-то? Погулять, посмотреть. Уже наметил какие-то, может, места, что хочешь глянуть? Съездить в пустыню, съездить в музей. Который будущего? Да. Я, кстати, что-то слышал, очень много отзывов читал, что музей будущего такой посредственный достаточно. Ну, хотя бы просто там для галочки побывать, да. Зачастую, когда снимаешь все видеоматериалы один, когда вы хотите снять рум-тур отеля, например, то даже некому постучать в вашу дверь. Так обычно у меня и происходит. Ну что, добро пожаловать в мой номер. Нужно что сделать? Правильно, продемонстрировать, как эта кровать поведет себя, если прыгнуть на нее животом. Также некому проконтролировать то, что снимается в кадре, поскольку никто не стоит за камерой, а камера внезапно может взять в фокус абсолютно другого человека. Съемка — это отдельная история. Люди всегда реагируют на человека с камерой. Всегда на заднем фоне кто-то передает привет или дурачится. Если вы думаете, что до вас никому нет дела, то вы ошибаетесь. На человека с камерой смотрят 10 раз чаще, чем на просто идущего человека. А также, ребят, не забывайте, что за каждым кадром с проходящим человеком стоит человек, который всегда возвращается за техникой. Но это только в моем случае. А так выглядят обычные очереди на общественный транспорт в Гонконге. Порой вас приглашают на день рождения люди, с которыми вы только-только познакомились. If you stay here like maybe until 29, it's almost my birthday. Yeah, seriously? Yeah. No way, man. If you want, in Friday, it's my off. Yep. Let's go out. Sure. Let's share contacts, and if I'm here... No. Я уже рассказывал вам про Гонконг и про его уникальность, но в выпуск не попала обратная сторона Гонконга, про которую мне хотелось бы вам рассказать. Считаю, что было бы абсолютно нечестно не поделиться с вами, что есть в любом случае обратная сторона Гонконга. А с одной стороны это мегаполис, красивые картинки, красивые локации. Я действительно увидел невероятнейшие локации, запоминающиеся, умопомрачительные. И, видимо, всегда есть обратная сторона. Да, он намного лучше большинства азиатских городов, но не сравнится с Сингапуром. Да, здесь явно намного лучше, чем в том же Таиланде, Вьетнаме. Так. Это что такое, а? И прочих остальных странах. Но сказать, что это самый чистый город на Земле, или хотя бы входит топ, не знаю, 5 чистейших городов мира, абсолютно точно нет.
Сказать, что это самый богатый город в мире, самый дорогой город в мире. Опять же, нет. Я не скажу, что здесь какие-то невероятно высокие цены. Возможно, это и есть дорогой город для проживания экспат. Отчасти это верно. Опять же, в сравнении с другими азиатскими городами. Но здесь не дороже, чем в Европе, не дороже, чем в Штатах. Те же самые цены на жилье. От чего они формируются? Почему считается, что в Гонконге самое дорогое жилье? На самом деле все достаточно просто. Дело все в том, что здесь высокая плотность населения, как я уже говорил. В связи с этим из-за большого количества населения и малой территории, на которой люди проживают, а это именно 25% жилой площади, поскольку 75% занимают, можно сказать, джунгли, горы, которые люди не освоили. Возможно, непригодные отчасти для жизни. Но этого и формируются в любом случае цены. Большое количество населения, много желающих жить в своих квартирах, и на этих 25% они все пытаются ужиться. От этого и цены. Относительно сервиса здесь может быть что-то и уступает. Где-то цены плюс-минус одинаковые с Москвой, где-то цены одинаковые с Европой. Но, естественно, сервис чуть ниже. Есть и богатые районы, в которых находиться, естественно, одно удовольствие, и приятно, когда вас окружают красивые, ухоженные люди, когда вокруг все так красиво, дорого, богато. Это все классно. Но обратная сторона Гонконга, она, естественно, тоже есть. Есть и бездомные, и тараканы, бегающие по улицам, с которыми явно ничего не поделаешь. Это явно именно географическая особенность. Есть и мусор на дорогах. И как бы ни говорили, что это самый чистый город в мире, да даже я в подводке записывал, что это самый чистый город в мире. Он является одним из самых чистых городов в мире, уступая разве что Сингапуру. Здесь, правда, ухожено, но встретить мусор на дороге тоже это не редкость. Если вы задаетесь вопросом, стоит ли вообще сюда приезжать, в Гонконг, я могу однозначно вам сказать, что стоит, 100%. Я не могу, наверное, сказать ни про один город в мире, что в него не стоит приехать. Каждый город, он дает вам новый опыт, новый этап в вашей жизни. Вы либо начинаете что-то больше ценить в своей жизни, либо же начинаете привыкать к чему-то лучше. Здесь, как бы это противоречиво не звучало, но происходит одновременное осознание того, что вы цените, когда вы находитесь в более бедных районах, и одновременно привыкаете к роскошной дорогой жизни, когда вы находитесь в дорогих районах, непосредственно в центре, где располагаются все известные бутики, Louis Vuitton, Dior, Balenciaga и так далее. Приехать в Гонконг однозначно стоит. В выпуске я говорил о том, что в Гонконге левостороннее движение, но не упомянул о том, что здесь на асфальте всегда написано, в какую сторону вам нужно смотреть при переходе дороги, и это невероятно полезно, поскольку порой переходишь дорогу на автомате, забывая о направлении движения. Тихо. Сейчас нахожусь на ночном рынке в Гонконге и немного хотел порассуждать на тему иностранных языков здесь, потому что в Гонконге два официальных языка — это китайский и английский языки. Что касается английского языка, то, конечно, в сравнении с материковой частью Китая здесь намного лучше разговаривают на английском языке. И сегодня в магазине я встретил несколько гонконгцев, они разговаривают просто на чистейшем английском языке, чистейшем. Если бы не их внешность, характерная для Азии, то я бы по голосу, наверное, подумал, что они чисто американцы, что они там выросли, всю жизнь прожили. Yes, sir. Tell me what to do. What? What? Yeah. This. В Ханое также было много своих особенностей, про которые я постарался рассказать в выпуске, но есть такие, которые не попали в финальную версию. Например, самая большая проблема для меня была в самом начале — это обмен денег, поскольку тут просто не существует обменных пунктов, как в любом другом месте. В основном здесь есть одна улица, где сосредоточена большая часть обменников. Также можно менять деньги в ювелирных магазинах и порой в банках, где самый невыгодный курс.
В Ханой порой было настолько жарко и влажно, что в момент записывания подводки мне даже пришлось пойти покупать себе новую футболку, чтобы ее перезаписать. Итак, друзья, новая неделя, новая локация. Сегодня мы в городе, где используют пластиковые деньги. А также Международный институт управленческого развития совместно с Всемирной организацией умных и устойчивых городов опубликовал рейтинг лидирующих умных городов мира за 2024 год, где Ханой занял 97 место, улучшив свои позиции на 3 ступени по сравнению с предыдущим годом. А теперь давайте вернемся к Гонконгу, ведь я только что затронул тему инноваций, что Ханой попал в топ-100 самых умных городов мира, но вы просто посмотрите на инновационный уровень Гонконга, где, идя по улице, не имея с собой никаких проводов, зарядок, вы можете просто-напросто зарядить свой телефон. Инновации — это здорово, но порой они выступают против вас. Чем я хочу с вами поделиться, это бесконечные кондиционеры в Гонконге. Любое заведение, в которое вы заходите, метрополитен, все в кондиционерах, причем дует все на максимум, я не знаю, они как будто их выставляют градусов на 16. Я, честно говоря, тот человек, который предпочитает находиться на улице в жаркую погоду, нежели чем сидеть под кондиционером и после этого ходить с простудой. Ну и на этом сегодня все, ребят. Но этот выпуск неизданного нужно как-то закончить. А все свои выпуски я заканчиваю речью о том, почему и для чего нужно путешествовать. Сегодня вместо речи будет эта великолепная собака, которая просто наслаждается моментом и своей жизнью. Поэтому и вы, ребят, наслаждайтесь своей жизнью и цените каждый момент. А лучше всего это делать, путешествуя.